Сегодня предлагаю испечь хлеб лужский по сборнику рецептур и технологических инструкций по выработке национальных сортов хлебобулочных изделий от 1975 года. Для хлеба лужского нам понадобится мука ржаная обойная 50% и мука пшеничная второго сорта тоже 50%. Тесто готовится на закваске, и дрожжи в количестве 0,5% используются опционально. Мы их использовать не будем. Закваска ставится на части ржаной обойной муки, а в тесто используется остаток ржаной муки и все количество муки второго сорта. По рецептуре закваска выбраживается при температуре 27-28 градусов в течение 3,5 часов. Однако мои замеры показывают, что в домашних условиях за такой короткий промежуток времени закваска не набирает необходимой кислотности. Поэтому я поставила закваску с вечера при комнатной температуре. На следующий день поставим тесто. Для этого смешаем все указанные для теста ингредиенты и замесим на медленной скорости в течение 10 минут. Следует учитывать, что при наличии в тесте 50% ржаной муки замес должен производиться на минимальной скорости. Также хочу отметить интересный момент, что по сравнению с другими ГОСТовскими рецептурами, где практически везде состав соли составляет 1,5%, в данном хлебе он составляет 2,1%. В современной традиции хлебопечения состав соли составляет 2% от веса муки, поэтому 2,1% очень хорошо ложится на вкусовые предпочтения современного человека. По рецептуре расстойка производится при температуре 28-29 градусов в течение 50-60 минут. Однако мой опыт показывает, что лучше выбраживать при температуре 29 градусов в течение 60 минут, иначе вы рискуете недорасстойку, а недорасстойка даст вам боковые подрывы корки. Поэтому я советую расстаивать при температуре 29 градусов в течение 60 минут, то есть расстойка у вас должна быть полной. При выходе из печи корочку можно спрыснуть из пульверизатора водой для получения большего глянца. Как и любой хлеб с большим количеством ржаной муки в своем составе, он должен вызреть как минимум 8 часов. Я оставляю его, как правило, вызревать до следующего дня, завернув в кухонное полотенце. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк
А может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!